When the shadows start to dance through the hills of Уголовный кодекс ancient штата Нью-Йорк, time, статья 165, ghostly часть 35. whispers take Человек a виновен в chance, гадании, когда за плату или weaving другую материальную tales in the компенсацию он утверждает, что dark предсказывает судьбу или выдает in the себя за человека, moonlight способного посредством притворного where использования оккультных сил spirits предсказывать gather будущее или round. оказывать влияние на злых духов или проклятие. Исключением из этого составляют случаи, когда человек делает это в рамках эстрадного представления или демонстрации исключительно в целях развлечения или увеселения публики. Гадание является правонарушением класса «Б», то есть средней тяжести, не мелким, и таким образом карается штрафом или заключением в тюрьме на срок до 90 дней. Законы о гадании и всевозможном предсказании будущего за деньги в разных странах разные. Я не утверждаю, что являюсь специалистом по законодательству всего мира. Если я правильно понимаю Уголовный кодекс Канады, то там не возбраняется гадать и даже брать за это деньги, если ты не делаешь вид, что можешь повлиять на будущее своими волшебными способностями. То есть ты можешь взять у человека $5 и сказать: ждет тебя дорога дальняя и казенный дом. Но ты не можешь после этого добавить: но если ты дашь мне еще десятку, я сделаю так, чтобы тебя эта судьба миновала. Это уже злонамеренное введение в заблуждение и подсудно. В России гадалку в принципе можно привлечь к ответственности, но только по статье за мошенничество. Специальной статьи нет. Зато в Саудовской Аравии гадание не просто категорически запрещено, но и карается смертной казнью. И были прецеденты, потому что предсказание будущего – это колдовство. When the shadows start to dance Сегодня я расскажу вам об одной из самых знаменитых прорицательниц в истории. Хотя вы почти наверняка не слышали ее имени, если не живете в Великобритании. Зато вы все слышали о ее младшем современнике Нострадамусе. Наша героиня родилась лет на 15 раньше него. Но Нострадамус стал придворным астрологом, образованным светским человеком, автором загадочных книг, переведенных на все европейские языки. Наша же героиня осталась нищей деревенской ведьмой. И все, что мы знаем о ней, это слухи, легенды и записанные кем-то по памяти отрывки ее предсказаний. И тем не менее, несмотря на то, что она не оставила после себя ни строчки, матушка Шиптон осталась в истории, и ее пророчества периодически стаскивают с пыльных полок, переводят на современный язык и снова ждут. Ждут, когда Лондон падет, высокий мост через реку Нид рухнет, и наступит конец света. ghostly whispers take a chance, weaving tales Она родилась в in 1486 году или в 1488 году. Некоторые источники утверждают, что был 1448 год. Может быть, здесь самое время сказать, что жизнь нашей героини в значительной степени миф. Мы не знаем точно даже, существовала ли такая женщина на самом деле, или она собирательный образ порождения английского фольклора. Но давайте на полчаса поверим, что той бурной грозовой ночью в середине 15 века она на самом деле родилась. Дело было в Северном Йоркшире. Йоркшир – это историческая область на севере Британии. Не прямо рядом с Шотландией, но на северах. Не совсем Сибирь, но такой Урал. Суровые романтические края со скалами, вересковыми пустошами, холодными туманами и вековыми преданиями. Места не для людей со слабым характером. Так вот, там, в лесной пещере, недалеко от древнего городка Нерсборо, где до сих пор находят клады римских времен, 15-летняя сирота по имени Агата Саундхелл под рев ветра и шум дождя родила на каменном полу девочку.
как говорится, без наркоза. Мы практически ничего не знаем об этой несчастной девушке. С юности ей пришлось в полном одиночестве бороться за жизнь. Когда Агата забеременела, не будучи замужем, вся округа начала ее третировать и требовать назвать имя отца ее будущего ребенка. Но Агата упорно молчала, даже после того, как ее доставили к мировому судье. Совершенно логично, народное мнение решило, что Агата не иначе как понесла дьявола. Впоследствии эта история обрастет эффектными подробностями о том, как дьявол явился плачущей Агате в виде прекрасного юноши, который пообещал ей сделать ее своей женой и хозяйкой великолепного поместья. Ровно в полночь. Что в полночь? Приходите к амбару, не пожалеете. А потом, когда она купилась на этот обман, он открылся ей, что он не смертный, а бестелесный дух, умеющий возмущать стихии, появляться в любой форме и уничтожать и порождать все, что пожелает. И он дал Агате силы вызывать град, бури, молнии, гром, отдал ветры в ее распоряжение и показал ей скрытые сокровища земли. Дал ей способность исцелять и убивать, знать прошлое и предсказывать будущее. Но дьявол, разумеется, обманщик, иначе как объяснить то, что Агата, обладавшая такими замечательными способностями, разрешилась от бремени на полу холодной пещеры одна-одинешенька, а потом еще 2 года выживала непонятно как. В некотором смысле то, что она и ребенок выжили, это действительно чудо. Агата назвала девочку Урсулой. Девочка родилась уродливая, с горбом, с длинным носом и выпученными глазами. После рождения малютка не заплакала, как все нормальные младенцы, а захихикала. И когда она захихикала, бушевавшая вокруг пещеры гроза прекратилась, как по мгновению волшебства. In the moonlight where they play, spirits gather round. Агата с дочерью жили в той пещере в полном одиночестве, питаясь дарами леса, ну или, по мнению деревни, подачками нечистой силы. Эту пещеру вы сейчас можете осмотреть, если окажетесь в Ньюсборо. Это старейший платный туристический объект в Англии. Уже больше 400 лет там за деньги показывают и живописную пещеру, и знаменитый ведьминский родник в форме черепа рядом с ней. Родник, который превращает вещи в камень. Вода в роднике полна минералами, которые довольно быстро покрывают слоем кальция попавшие в него предметы. Кости животных, листья, а сейчас на потеху туристов плюшевых медвежат. Сейчас вам экскурсоводы подробно и научно объяснят этот процесс, но во времена Агаты и Урсулы люди всерьез беспокоились, что человек может обратиться в камень, если попадет в этот проклятый колодец. То есть Агату местные побаивались, и малышка Урсула получила репутацию еще до того, как научилась говорить. А потом ей пришлось соответствовать. Агата с младенцем обретались в своей пещере, пока не вмешался местный аббат. Он настоял, чтобы девушку приняли в монастырь ордена Святой Бригитты, а ее дочь взяла на воспитание почтенная семья в Ньюсборо, которая, по рассказам, быстро пожалела о своем милосердном поступке. Когда Урсуле было всего 2 года, ее приемная мать ушла по делам, оставив ее дома одну. Вернувшись, она обнаружила, что входная дверь дома распахнута настежь. Испугавшись, что в дом вломились воры, она позвала соседей на помощь. Осторожно войдя, они услышали громкий вой, словно 1000 бешеных кошек орала хором. Колыбель Урсулы была найдена пустой. В ходе отчаянных поисков пропавшего младенца хозяйка зашла в кухню, подняла глаза и увидела крошку Урсулу, сидящую, как на насесте, на железной перекладине, где над камином висели крючки для кастрюль. Ребенок скалился и кудахтал, и все, кто это видел, пришли в ужас и уверились, что сплетни были правдивы, и Урсулочка имеет связь с нечистой силой. Я понимаю, сейчас это был бы инцидент для рассмотрения комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки. Но на дворе были средние века.
15 век в такой глуши, как Северный Йоркшир, это абсолютно средние века. Леонардо пишет «Тайную вечерю», Колумб открывает Америку, Гутенберг изобретает книгопечатание, а в Нерсборо йомины рассказывают друг другу, как однажды это дьяволово отродье Урсула проходила мимо группы почтенных граждан, которые, завидя ковылявшую мимо уродливую девочку, начали над ней насмехаться. И тогда так как зыркнет на них, ничего не сказав, и вдруг воротник на шее одного из почтенных прихожан превратился в сиденье унитаза. А когда человек рядом начал над ним смеяться, его шляпа внезапно обратилась в ночной горшок. А когда другой, перепугавшись, попытался выскочить за дверь, он не смог это сделать, потому что на голове у него выросла огромная пара раскидистых рогов, и он застрял в дверном проеме. Самое поразительное во всем этом рассказе, конечно, то, что у них были сиденья на унитазах. Абсолютно все рассказы об Урсуле говорят, что она с рождения была уродлива, горбата, кривая и с длинным носом. Ее шея была так странно искривлена, что правое плечо вынуждено было служить опорой для головы, поддерживаемой подбородком. Так что правая сторона ее тела была гораздо ниже левой, словно корабль, плывущий при боковом ветре. Левая сторона же ее тела была совершенно повернута в противоположную сторону, словно ее тело было собрано из отдельных частей и неправильно расположено. Левое плечо висело точно перпендикулярно к основанию. Пальцы ее ног смотрели в сторону, так что любому человеку было бы очень трудно угадать, в какую сторону она намеревалась направляться, так как она никогда не могла смотреть туда, куда решила пойти. Неудивительно, что девочка постоянно оказывалась предметом насмешек. И когда она пошла в школу, а она ходила в школу, одноклассники травили ее немилосердно, особенно после того, как оказалось, что Урсула умнее и способнее их всех. Ее учительница начала обучать ее как других детей, показывая и называя сначала только 3 или 4 буквы. Но, к изумлению учительницы, она точно произносила каждую букву алфавита без обучения. После этого учительница показала ей букварь, который Урсула прочитала с первого взгляда, как и любую другую книгу в школе. Это вызвало удивление у ее учительниц и ненависть и неприязнь у ее товарищей. Одни насмехались над ней за ее чудовищно длинный нос, другие пытались ее разозлить, и все старались ей навредить. Но она не боялась их, мстя каждому, кто замышлял ей зло. Некоторые чувствовали щипки, но никто не видел руки, которая это делала. Другие теряли дар речи, когда должны были отвечать урок, и никому не удавалось избежать той или иной ее подлой выходки. То есть маленькая Пария подвергалась систематической травле детей и взрослых, но не давала себя в обиду и училась быстрее всех однокашников. И вскоре Урсулу перестали высмеивать публично, а ее приемная семья и некоторые горожане стали относиться к ней с любовью и уважением, смешанным со страхом. Ее репутация наконец-то стала играть ей на руку. То, что они с матерью смогли выжить в глуши, и то, что они весьма вероятно были на короткой ноге с нечистой силой, делало ее уверенным авторитетом во всяком волшебстве. Вы, возможно, задаетесь вопросом, а почему ее не сожгли? Разве ведьм не сжигали в средние века? Удивительным образом нет. Ведьм в основном жгли в новое время, в XVI и XVII веке. То есть Урсула, во-первых, жила до массовых истерий и охоты на ведьм. А во-вторых, в Британии эта история была куда слабее, чем на материке. Там просто не было такой традиции чуть что жечь ведьм. Чудеса, которые приписывали Урсуле, были чаще положительного свойства. К примеру, рассказывают, как однажды к ней подошла соседка и попросила о помощи. Она с дуру оставила дверь открытой, и кто-то проник в дом и украл новую рубашку и нижнюю юбку. Перевожу на современный язык. Это примерно как новый iPhone. Вы, Геннадий Николаевич, безусловно, человек городской, и вам наших деревенских законов не понять,
но кража совершена вровень с хорошей коровой и чуток пониже мотоцикла. Урсула успокоила соседку, сказав, что она заставит вора вернуть украденное. На следующее утро они вдвоем отправились на городской рынок. И при виде Урсулы женщина, укравшая одежду, вдруг почувствовала неодолимое желание надеть украденную рубашку прямо поверх своей. А потом, размахивая краденой юбкой, она побежала к рыночному кресту, где начала плясать, выкрикивая: «Я украла одежду у соседки, я воровка, вот она я, держите меня». Когда Урсула подошла к ней, воровка утихла, смиренно сняла рубаху и с реверансом протянула ее колдунье. Урсула даже устроила свою личную жизнь, выйдя замуж за местного плотника Тоби Шиптона. С этого момента Урсула стала называться матушка Шиптон, хоть ей было всего 24 года, и нет сведений, что у нее вообще были дети. Жители города были потрясены их союзом и шептались, что Урсула, должно быть, околдовала беднягу-плотника, иначе с чего бы ему жениться на этой уродке с подозрительным прошлым. Но хорошие времена долго не продлились. Через 2 года после свадьбы муж Урсулы умер. И городу не понадобилось много времени, чтобы начать шептаться, что эта ведьма Урсула свела таки мужа в могилу. Та же искренне горевала о потере единственного человека, который смог полюбить ее, несмотря на ее уродство и репутацию. Урсула бросила дом в городе и перебралась назад в лес, в свою родную пещеру, где она начала жить жизнью типичной лесной колдуньи из сказок. Она продавала травяные сборы, приворотные еще бог знает какие зелья, выполняла заговоры, заклинания, постепенно становясь все более и более знаменитой. Вскоре люди начали приезжать к ней издалека, а ее предсказания будущего стали известны по всей Англии. When the shadows start to dance through Чувствуя, что ее авторитет растет, матушка Шиптон осмелела, начала приписывать себе все больше волшебных способностей, помимо способностей к фитотерапии, и заявила, что обладает силой предвидеть будущее. Она начала с небольших локальных пророчеств, но постепенно она разойдется и начнет предсказывать судьбы всей страны. Матушка Шиптон проживала некоторое время недалеко от Йорка, местного административного центра. И значительная часть ее предсказаний была так или иначе связана с этим городом. Через Йорк протекала и протекает река Ус, и через нее был перекинут старый каменный мост. И как-то матушка Шиптон заявила: прежде чем мост Ус и церковь Троицы встретятся, все, что построено днем, рухнет ночью, и самый высокий камень церкви станет самым низким камнем моста. Говорят, что вскоре после того, как мать Шиптон произнесла это пророчество, на Йорк обрушился сильнейший шторм. Во время шторма шпиль церкви Троицы рухнул, а часть моста через реку была разрушена и смыта рекой. Позже при ремонте обломки, которые раньше были шпилем церкви, были использованы в качестве фундамента новой части моста. И так ее пророчество сбылось. Также матушка Шиптон сказала еще более загадочное. Вода перельется через мост Ус, и на башне будет установлена ветряная мельница, и у дверей каждого человека будет лежать вяз. Для жителей Йорка это было полной нелепицей, пока в городе не появился водопровод. Система переправляла воду через мост Ус по виадуку к ветряной мельнице, которая поднимала ее в водонапорную башню, откуда вода по трубам, сделанным из вяза, доходила до каждого дома. Вот что значило: у каждого дома будет лежать вяз. И вот такие пророчества постепенно прославили мать Шиптон, и о ней начали говорить по всей стране, вплоть до королевского дворца. Я нашла эти пророчества, записанные, правда, лет через 80 после ее смерти. И на той же странице, в том же самом пророчестве, была еще масса других страшных предсказаний, о которых редко вспоминают. Я не буду зачитывать весь этот рандомный бред, но там упоминается
время, когда Англия задрожит и содрогнется от страха перед мертвецом. Лондон будет разрушен навеки. Затем придет женщина с одним глазом, у которой родится дитя с 3 большими пальцами. 3 рыцаря приедут в Йорк осаждать его, и они будут держаться 3 дня и 3 ночи, и буханка хлеба будет стоить внутри баррикад полкроны, а вне баррикад пенни. И когда город сдастся, рыцари повесят мэра, шерифов и олдерменов. И новый князь велит сделать прокламацию, что любой человек может занять дом на 21 год бесплатно. И никогда больше не будет войн, и не будет больше королей и королев. То есть много других частей ее пророчеств, не сбывшихся, благополучно позабыли. Но ей охотно верили. И чем страшнее были ее предсказания, тем больше. Вообще, общее настроение ее пророчеств точно соответствует современному негативному кликбейту. Сплошные страсти, бедствия, катастрофы. Люди обожали думскроллинг еще задолго до изобретения интернета. Но еще интереснее то, что ее самое знаменитое пророчество о конце света, конец света наступит в 1888 году. Можно отследить только до издания 1862 года. И автор этого издания, некий Чарльз Хиндли из Брайтона, признался, что он сам сочинил этот стих и еще десяток других. После чего эта утка повторялась и перепечатывалась в разные годы и в разных странах, при этом дата конца света постепенно передвигалась. И, наконец, уже в конце 1970-х годов было опубликовано много газетных статей о матушке Шиптон. И в этих статьях говорилось, что конец света произойдет в 1988 году. Другим, приобретшим особую популярность пророчеством матушки Шиптон, был стих о том, что повозки без лошадей поедут, и несчастные случаи наполнят мир горем. Железо в воде будет плавать так же легко, как деревянная лодка. Так оно тоже было придумано тем же самым Чарльзом Хиндли из Брайтона. А в более ранних изданиях ничего не говорится ни о поездах, ни о машинах, ни о стальных пароходах. Сплошные рыцари, короли и замки. Если вам нравится это видео, не забудьте ткнуть на кнопочку лайк и подписывайтесь на мой канал, где я почти каждую неделю рассказываю занимательные истории о людях, искусстве, технологиях и науке прошлого. А сейчас давайте рассмотрим на примерах, как толковались пророчества матушки Шиптон. В самом раннем и полном собрании пророчеств, имеющем замечательное лаконичное название «Жизнь и смерть матери Шиптон», представляющие собой не только правдивый рассказ о ее странном рождении и важнейших эпизодах ее жизни, но также и все ее пророчества, теперь заново собранные, исторически подтвержденные с момента ее рождения во время правления короля Генриха VII и до настоящего 1667 года, содержащие наиболее важные эпизоды из государственной жизни во время правления этих королей и королев Англии, странным образом сохранившиеся среди других писаний, принадлежащих старинному монастырю в Йоркшире и теперь опубликованные для сведения потомков. Конец названия книги. Ссылку на текст в интернет-архиве я дам внизу. Так вот, там приводятся как легенды о жизни Урсулы, так и ее предсказания с комментарием, как их надо понимать и почему считать сбывшимися. Она, между прочим, проповедовала в стихах, то есть в рифму. У меня не было моральных сил все это в рифму перевести, но я выведу оригинальные тексты на экран. «Принц, который никогда не родится, приведет в отчаяние бритоголовых, тогда простые люди поднимутся с оружием в руках, и женская злоба причинит много вреда». Под принцем, который никогда не родится, говорится в толковании, подразумевается король Эдуард VI, о котором ходили слухи, что он не появился на свет естественным путем, а посредством кесарево сечения. А под бритоголовыми подразумеваются католические монахи, которые пришли в отчаяние с началом реформации в правление короля Эдуарда. Народ поднимется с оружием в руках,
Это возмущение простонародья, которые начались, когда король издал некоторые предписания по реформе религии. А женская злоба, которая в правлении этого короля причинила много вреда, оказывается, была сварами жен двух его дядей, леди Катарины Пар и леди Энн Стэнхоуп. Про обеих давно забыли. Даже этот толкователь в середине 17 века должен был подробно объяснять читателям, о ком идет речь. Но, честно говоря, нетрудно в истории любой страны найти момент, и не один, когда бритоголовые монахи терпели неприятности от правительства, народ восставал с оружием в руках, и придворные дамы интриговали и злобствовали. Еще один популярный стих. «Деревянные кони западного монарха будут уничтожены силами дракона. Триумфальный шпиль новой Трои будет охвачен пламенем, арфа зазвучит лучше, и будет найден граф без головы». Деревянные лошади западных монархов – это, по мнению комментатора, Великая Армада испанского короля, которая была уничтожена силами Фрэнсиса Дрейка, дракона. Новая Троя – это, конечно, Лондон, а что еще? А ее триумфальный шпиль – колокольня собора Святого Павла, которая в 1561 году, 4 июня, неожиданно загорелась. Арфа издаст лучший звук означает, что Ирландия, чей символ арфа, пиво такое есть, очень хорошее, я подтверждаю, расцветет под правлением Елизаветы I. Ирландия, правда, так не считала. А граф без головы – это о графе Эссексе, фаворите королевы и любимце народа, который таки оставил голову на эшафоте. То есть вы понимаете, что только ленивый не предсказывал, что тогдашний Лондон когда-нибудь сгорит. Это было очевидно всем, включая городское начальство, не имевшее силы предвидения, но из соображений здравого смысла пытавшееся, хоть и безуспешно, вводить законы, регулирующие сумбурную пожароопасную застройку. И тем не менее, когда в сентябре 1666 года Лондон вспыхнул как спичечный склад, наш любимый непотопляемый хронист роковых времен Сэмюэль Пипс запишет в своем дневнике, что принц сказал, что теперь пророчество Шиптон сбылось. И бабы стали брать по полкроны там, где раньше брали по пенни. И все очень веселились. И сколько раз, несколько, люди, получившие предсказание матушки Шиптон, что кто-то там падет или умрет, или сгинет, думали, что это об их врагах, а это оказывалось о них самих. То есть пророчество ее можно было толковать хоть так, хоть сяк, хоть ровно наоборот. Что не помешало матушке Шиптон стать легендарной фигурой, с которой начинают связывать не только события, но и исторические места, не имевшие к ней никакого отношения. Это все еще с оговоркой, если она сама существовала на самом деле. In the moonlight where they play, spirits Вы все знаете Стоунхендж, и часто он воспринимается как нечто совершенно уникальное. Но на Британских островах находится более 1000 каменных кругов. Стоунхендж – это кульминация мегалитического зодчества, самое впечатляющее из многих подобных ритуальных построек. И недалеко от того места, где проживала матушка Шиптон, находится одно из таких древних мест – камни Роллрайт. Это 3 отдельных мегалитических памятника, возведенных в эпоху неолита и бронзового века. Круг из древних камней, которые называют люди короля, отдельно стоящий странной формой камень короля и 3 монолита, прижавшиеся друг к другу, шепчущиеся рыцари. Они не такие громадные, как Стоунхендж, но во времена матушки Шиптон камни были больше, что мы знаем из иллюстраций того времени, и впечатляли сильнее и порождали легенды об их возникновении. Историк Уильям Кэмден в 1610-м записал предание, говорящее, что некий король путешествовал по этим местам со своими рыцарями, и они наткнулись на местную ведьму, матушку Шиптон. И та предрекла королю: «Если ты сделаешь 7 больших шагов и увидишь деревню Лонкомптон, ты станешь королем Англии». То есть это был, по-видимому, какой-то король-захватчик. А надо сказать, что деревня Лонкомптон находилась и находится
Где-то в километре от этого холма ее оттуда должно было быть прекрасно видно. И король, несмотря на то, что его рыцари предупреждали, как опасно связываться с ведьмой, храбро сделал 7 шагов и обнаружил, что с этой точки холм закрыл от него Лонкомптон. И ведьма захихикала. «Раз, Лонкомптон, ты не увидел, то королем Англии тебе не быть. Ты и твои люди станут камнями, а я обращусь в бузину». Что и случилось. И теперь окаменевший король, 3 рыцаря, шепчущиеся меж собой о том, какой он наивный дурак, и вся его армия стоят окаменевшие на холме. Из как минимум 18 века и по сей день ведьмы и к ним примкнувшие в ночь на летнее солнцестояние бегают по холму голышом, совершают ритуалы и оставляют вокруг то, что персонал парка характеризует как ритуальный мусор, от которого приходится постоянно исторический памятник чистить. Куда им, этим современным дьяволопоклонникам, до настоящей ведьмы, совершившей настоящее чудо? Преодолеть инвалидность, насмешки, предубеждения, личные трагедии, чтобы на равных говорить с герцогами и королями, и не бояться предсказывать им падение, и обещать простым людям, что придет время, когда не будет больше королей и королев. И поэтому ей верили. Матушка Шиптон сказала, когда высокий мост через Нит упадет в 3-й раз, настанет конец времен. Не хочу вас пугать, но он уже падал дважды. Но сейчас он выглядит очень крепким и надежным и внушает уверенность, что конца света в ближайшее время не будет. Берегите нервы. Всего вам доброго. До скорых встреч. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти 2 блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же, просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на 1-м уровне подписки. На 2-м же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью? А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.